Я сдался уже, все. Через море, там, я не знаю, пешком или там лодкой, что там. Не, борщ четкая тема. Я бы борщ схавал с удовольствием. Зима — это холод. Русский язык — это невозможно разговаривать. Подержи, ну так. Представься, как тебя зовут, чуть-чуть коротко о себе, сколько лет, откуда приехал. Привет, ребята. Я уже запустил мое первое видео в YouTube. И я доволен, какой контент получается у меня. Вот, я приехал из Ботсваны, если не слышали такого. Все гуглите, самое главное. Потому что я уверен, что 60% и даже больше не знают, что такое Ботсвана. Ну, интересная страна, там клево, ребят. Я приехал из Ботсваны, учился в Москве, в Московском авиационном институте. Мне 25 сейчас. И что еще? Ну и все. Я продолжаю. Ага. Так, почему ты приехал в Россию? Я приехал в Россию, чтобы учиться. Вот, одно целое. Учиться. А почему именно Россия? Почему именно Россия? Потому что, ребята, я читал много чего о России, до того я приехал. История России, там, Юрий Гагарин, первый человек в космос. Какие самолеты классные Россия сделала во время СССР, ну не Россия, СССР, классные самолеты, ну и так далее. Короче, очень богатая история, я прочитал много чего, даже несмотря на то, что родители, типа, не очень были согласны, потому что у них было много вариантов, куда поступить. Я уже поступал, в Турцию, в Ирландию, в Китай, были варианты, короче. Вот я выбрал Россию, потому что язык и богатая история. Расскажи, на чем ты приехал? Удивительно, это вопрос спрашивают часто. То есть, не знаю. Бывает такое, что у некоторых русских есть представление о Африке как, бедная страна. Да, Африка страна. Некоторые, думают, что Африка страна. Это не страна, во-первых. Это континент. Я из Ботсваны, из Южной Африки. То есть, я приехал на самолете, ребята, они на лодке или пешком, как там вы себе представляете, некоторые ребята, некоторые, да. Потому что это странный вопрос, если честно, когда меня спрашивают такой вопрос, я такой, чего? Как человек мог еще приехать в Россию, если через море, там, я не знаю, пешком или там лодкой, что там себе представлять, я не знаю. Но только на самолет, мне кажется, можно. Логичный вариант здесь не для меня. А что тебя больше всего удивило в России? Ой, ребят, сложный вопрос. Что меня удивило? Да, бывает, что, культура разная везде, конечно. Я это понял, когда приехал. Примерно как серьезно в России люди себя ведут. Еще некоторые блюда. Что еще? Некоторые блюда примерно как, борщ. Борщ четкая тема. То есть, знаешь, как ребенок, я приехал в Россию, попробовал борщ, такой, нет. Да, но как ребенок, когда ты ребенок, не любишь кашу, и потом ты взрослеешь, понимаешь, что это нормальная тема. Вот, я попробовал борщ, когда приехал на первом курсе, такой, нет, не, спасибо, это не для меня, это не ко мне. А сейчас, ребята, с любого возможности я бы борщ схавал с удовольствием. Да, еда, конечно, она сильно отличается, потому что у нас добавляют много специй, много ингредиентов, а в России как будто наоборот. То есть, я не знаю, вот. А как тебе погода в России? Погода в России нет. Ой, нет, зима нет. Не знаю. За 7-6 лет в России это что-то не можно привыкнуть. Я не знаю, ребята, как. Я еще в Москве живу, мне говорят, что в Москве, попроще. Ничего там. Да, в Москве это еще нормально. Мне еще говорят часто. Я не знаю. Я говорю, что ты привыкнешь что-то, не волнуйся. Не. Я еще не привыкну, ребят. Я хочу признаться. Зима — это холодно. Я не люблю вообще находиться на улице зима. Нет. Конечно, придется и надо. Но я не люблю находиться на улице зима. А летом классно. У нас в стороне пустыня, так что нормально. Летом вообще, по кайфу.
Чему тебе пришлось научиться, чтобы жить в России? Ну, русский язык, во-первых, это сложный язык, один из самых сложных в мире, ну да. Но когда я приехал, мне было очень интересно выучить язык, потому что я человек, который интересуется, прям достигает вот что-то нового, прям вот, когда тебе говорят, что ну, вот русский язык, это невозможно разговаривать. Знаешь, как показывают, например, в американских фильмах, как там разговаривает русских, ну, жестко там, я не знаю. Мне это нравится, но просто такой, я хочу выучить русский, я хочу поехать в Россию, поэтому я выбрал Россию на самом деле, потому что, да, надо было выучить язык, чтобы поступать в мои окончательно, то есть, да. А сложно ли было учить русский? Как ты его учил? Сложно. Да, это сложный язык, это правда. Так что, да, я бы не советовал всем иностранцам как дополнительный язык выучить русский. Потому что, да, сложный язык. Я знаю 5 языков. Из всех, которые я знаю, русский язык самый сложный. Вот. Ну, как сказать, ребят, это сложно. Ну, ладно, давай без основных там вещи, там, звуки и так далее. Ну, вот подожди, вот грамматику русскую, ну, не, ну, это до сих пор, ребята, я не могу, моя голова не может разобраться с этим падежами и падежи, как, ну, как, ну, да, как-то, ну, самое главное, что вы меня понимаете, да, хотя бы я достигал этот уровень, что хотя бы я могу разговаривать с друзьями, чтобы они меня поняли, это самое главное. Но вот подожди, чисто, ребят, это просто вот моя голова вот так, я сдался уже, все. На самом деле ты хорошо говоришь на русском. Что тебе помогло достичь такого уровня? Общаться много, я только общаться, потому что я помню, когда я ходил на парах, вот сидишь на паре и там препод рассказывает вот на, я не знаю, там на каком-то падеже вот так надо бить. Ну, ребята, я не знаю. Да, студенты, да, надо ходить на пары, надо слушаться, но для меня это нет, не сработало. Вот, просто вот играл в футбол с ребятами, играл там в регби с ребятами, ну, в спорте, гулял много, ну да, и когда-то там ходил по клубам. Ну да, вот просто общаться много, и все получится, я так думаю, вообще в любом языке. То есть на улице много чего выучишь, чем на парах, мне так кажется. А ты уже сказал, что ты любишь борщ. А как тебе в целом еда в России? В целом? В целом, я думаю, что, честно говоря, не заходит много блюд. Но я не фанат многих блюд, примерно гречку. Не, я могу есть гречку, но я могу, ну, все хорошо. Ну, гречку с котлетом или что-нибудь такое, прям классическое. Вот. Потому что я работал в лагере, то есть я пробовал разные русские блюда. Ну, вот там с котлетом, и огурец, и помидор, и гречку. Что-то, ну, что-нибудь в этом виде. То есть рис или макароны заменить. Я не знаю, у нас ну, чуть-чуть по-другому готовят. У нас много специй, много вкус, главное вкус прям. Я когда-нибудь покажу, как выглядят наши блюда, ребята. Ну, то, что я могу вам сказать по этому поводу. Дело в том, что здесь это просто привычная еда, которого много специй, а тут приедешь в Россию, и тут, да, не так много специй добавляют. Как тебе люди в России, и правда ли, что они не улыбаются? Люди в России, и правда, что они не улыбаются? Да, я думаю, что да. Ну, без обиды, ребята, ну да. Когда я приехал в Москве на парковите на первом курсе, да, это было удивительно в метро, что я вижу люди там реально не улыбаются. Типа как бы они чаще всего выглядят очень серьезно в Москве. Я живу в Москве, они очень серьезно выглядят, все по делам, все просто всегда по делам. Все всегда заняты, очень серьезные люди. У нас чуть-чуть наоборот, типа, всегда как-то, у нас как будто много времени, мне кажется. Так что да, мне кажется, это да, правда, что много не улыбается. Но несмотря на то, что они не улыбаются, они все равно дружелюбные или злые люди? Русские люди на самом деле хорошие люди, хороший народ, дружелюбные. Я так думаю, потому что
разговаривая на русском. Но я знаю часть иностранцев, которые с этим не согласны, потому что они разговаривают на русском. Даже если, когда они разговаривают на русском, русские всегда были приветливые, то есть были моменты, когда даже просто по террасе спрашивают, куда идти дальше. Ну, особенно молодой спрашиваешь, когда он понимает, что ты не понимаешь по-русски, он будет тебе помогать. Ну, то есть, я думаю, что они дружелюбны, несмотря на ситуацию, что бывает, как и везде, фашисты или что-нибудь. Несмотря на это, когда люди, когда вот у них спрашиваешь на улице, а вот что мне делать с этим? Если это нормальный вопрос, конечно, просто, ну, там, не деньги просить, конечно, типа просто нормально, куда ехать, а как идти до метро примерно. Да, они тебе помогут, да. Просто дружелюбные. Я так думаю. Почему ты решил остаться в России? Ну, как вы слышите, ребята, я не знаю, может, я общительный человек, и круг общения, у меня много русских друзей, много иностранных друзей. Я провел вся моя взрослая жизнь в России, потому что я приехал, когда мне было 18 где-то учиться. Вот, заканчивал обучение, вот. И сейчас, да, получилось, что я заканчивал во время там пандемии, и вот я остался. Даже если не было во время пандемии, мне кажется, я бы еще остался в России, потому что у меня вся взрослая жизнь устроена в России. То есть я начал работать, что я закончил учебу и продолжал, да. Ну вот, продолжал, и друзей много, вот. Ну вот, взрослая жизнь в России просто устроена у меня пока что. То есть я не представляю, что мне делать дома, потому что там дома уже это круг общения нет, который у меня получилось вот за последние 7 лет. То есть, ну, мне пока комфортно, но я думаю, что я не буду здесь жить всю жизнь. Ты не дал сказать peace. Друзья, я очень сильно советую вам смотреть на мое прошлое видео «Бюрократия в России». Там очень классно все сказано, четко. Ставьте лайк, подпишитесь, еще мощный контент не пропускайте. Peace.